Доброе утро, вы на канале Японские автозапчасти, японские масла. Сегодня я прохожу техосмотр своей машины, заполняю документы. Это у нас еще, то есть паспорт автомобиля, техпаспорт. На основе него заполняю все бумаги сейчас и подаю на рассмотрение. Потом уже пойду на линию техосмотра. Документы я заполнил, теперь нужно пройти, оплатить страховку и в секцию по номерам, на амбассента вот в это вот зайти. Все в одном месте, все близко, все рядом. Надо просто по-японски говорить немножко и все. Здесь мы оплатили 42 800 йен. Первое это марка, оплата марки за проверку. Второе это протокол. Ну и третье это налог за автомобиль, который рассчитывается от веса. И сейчас мне нужно пойти еще оплатить обязательную страховку. Она у нас 36 780. Ну и осталось заплатить страховку. Вот это вот маленькое здание, это страховая местная. Они, наверное, все в одной команде работают. Что в таком месте иметь страховую, наверное, самый выгодный бизнес. Ну, я и в прошлый раз здесь оплачивал страховку. То есть это обязательная страховка. Пропустят? Ну, ладно, не пропускают. Это японские печати. Можно здесь заказать. Ну вот мы все заполнили, все оплатили. Идем уже на подачу документов конечную, чтобы выйти на линию самого техосмотра. Про эти номера часто спрашивают, тоже перечеркнутая Toyota Levin, блин. Это номера для перегона автомобилей, для транспортировки. В основном эти номера, они есть у тех компаний, которые занимаются перевозкой автомобилей. То есть здесь машина должна присутствовать лично, она на ходу. Поэтому на нее ставят такие вот номера и перегоняют. Либо для отправки этих номеров, точнее этой машины используется. То есть при вывозе ее куда-то за рубеж. Для того, чтобы транспортировать ее до порта, до парохода. Вот у нас все проверяют. Мы все заполнили, они сказали мне сесть в автомобиль и подъехать на 4-ю линию осмотра. Сейчас мы это и сделаем. Едем мы по полигону. Куча разных машин. Что, Макларен, не Макларен? Не Макларен, что-то похожее. Видим, что есть автомобили, американские, европейские, много мотоциклов. Наша линия, вот она, 4-я, я так понял. Угу. Ну, все, это линия осмотра. Сейчас будем делать то, что нам будет говорить инспектор. Вот моя старая отметка о техосмотре, он заканчивается по календарю Хэйсэй японскому в 1933 году, то есть в следующем году, 21 января. Ну, я делаю заранее его, поэтому как раз в течение месяца, думаю, заранее его сделать. Ну, стоим, ждем. Инспектор проверяет автомобиль спереди, Toyota Solaris. Здесь они проверяют фары, сигнал. Просят открыть капот.
То багажник попросили открыть. Тот заезд, где стоит зеленый автомобиль Peugeot, по-моему, да, это для легковых машин, ну, для небольших грузовичков, а справа, вот куда заехал мотоцикл, это для двухколесных транспортных средств. Европейцев почему-то большинство загоняют на линию слева. Здесь японские машины, вот и американцы туда же загнали. Может быть, они с левым рулем, хотя нет, американец с левым. Проверяет у него свет, проверяет сигнал. Что-то еще просит. Ай, коничева. То есть, что он сейчас смотрел? Он проверил свет, поворотники, задний ход, сигнал, попросил открыть капот. И все на этом. Попросили внутренне снимать, ну, получится сниму, не получится не сниму. Здесь проверяют, наверное, на торможение передние и задние колеса. Вот он разгоняется и будет сейчас тормозить. Какие редкие автомобили. Тут Эклипс леворульный. То есть, если вкратце, то что мы проверили? До заезда на линию они проверили под капотом, проверили освещение, поворотники, задний ход, огни, фонари все. Также проверили сигнал, клаксон. Когда я заехал на линию, они первое, что проверили, это свет. На прошлом техосмотре, у меня был прошлый еще Прада, я себе устанавливал усиленные лампы Стэнли и, видимо, сбил угол фар и повторно проходил, загонял машину. То есть, да, они проверили свет, потом они проверяют тормоза, парковочный тормоз, передние и задние колеса. Также сам выходишь из автомобиля и делаешь замер на ЦО. После этого замера вставляешь документы в аппарат, и он ставит штамп потом, что ЦО пройден. Потом заезжаешь на стенд по проверке подвески, то есть они проверяют передние и задние колеса, как работает подвеска. Также, когда проверили свет, нужно было разогнаться до скорости 40 км в час. Как раз на скорости 40 км в час я этот свет включал. Ну и в конце, в общем-то, они уже проверяют страховку обязательную. Я заплатил чуть больше 20 тысяч йен, это около $200. Она действительно на 2 года. После прохождения всего идешь уже на оформление. Сказали подойти к номеру 7, дали вот такой вот номерок 40 и сидишь и ждешь. Все, вместе я, наверное, потратил около часа. Все, мы вышли, вот у меня
Джибайсеки Хокен Шома еще. Это обязательная страховка на 2 года. Она 21 550 йен. Ну, примерно 200 долларов. По курсу 150 тысяч рублей. Эта наклейка одна идет под лобовое окно. Стекло, точнее, вот. Как у меня вот это вот старенькое. И вот это вот идет на номер автомобиля. Спереди или сзади. Сейчас будем разбираться. Ну и вот сам бланк, сама бумага о прохождении техосмотра. В Японии первый техосмотр проходит через 3 года после покупки автомобиля. Каждый последующий техосмотр проходит раз в 2 года. Автомобили, которые связаны с пассажирскими перевозками, в том числе такси, они проходят обязательный техосмотр каждый день. Здесь указано имя владельца, двигатель, шасси, кузов, номер, о том, что автомобиль является station wagon, то есть, ну, это, видимо, джип. Ну и основные данные: длина, высота, ширина. Также вес автомобиля идет. В принципе, все на этом. Неправильно я понял. То есть надо ее вешать вот сюда, где была старая. Видимо, на номер вешается, если это у вас мотоцикл. Сейчас попробую. Старую еле отдрал. Вот она. Сейчас эту буду крепить. Все, налепил. И теперь ее видно и снутри, и для полицейских ее видно снаружи. Ну, теперь подытожим, сколько мы потратили время и сколько мы заплатили. То есть приехал я примерно в 10, сейчас 11:24, ну, чуть больше часа, больше видео снимал. Вот сам бланк о прохождении техосмотра, синька, не знаю, как его правильно назвать, где указаны все координаты автомобиля, номер, дата регистрации, тип транспортного средства, вес, владелец и адрес. Также указано, что заплачен налог 41 000 йен. Указан общий пробег как раз на время прохождения. Да, на время прохождения техосмотра 21 500 километров. Ну, у меня 21 589 километров. Ну, сути дела не меняет. В Японии пробеги не скручивают. Это все легко по прохождению техосмотров понять. Что я заплатил? Вот я заплатил 42 800 йен, примерно 400 долларов. За что? За марку о прохождении техосмотра, за бланк и за налог. 41 000 йен это налог. И обязательная страховка на автомобиль Джибайсеки Хокен Шома еще, она платится при каждом прохождении техосмотра, и она составляет 21 550 йен, ну, примерно 200 долларов. То есть сегодня я потратил на прохождение техосмотра, уплату всех налогов и сборов порядка 600 долларов. У дилера я бы заплатил, мне приходила сумма примерно порядка 130-140 тысяч йен, то есть в 2 раза больше. То есть, грубо говоря, дилер берет сумму в 2 раза больше только за то, что он делает то же самое и просто помоет вам автомобиль. Вот так вот дилеры на этом и зарабатывают в Японии, особого сервиса никакого не предоставляя на самом деле. Ну все, всем спасибо, всем хорошего дня, до свидания, пока.